Бывший министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в своих мемуарах говорит, что они предсказали военную операцию Азербайджана по захвату Нагорного Карабаха и полное поражение Армении, возложив вину за невыполнение иранского мирного плана по Нагорному Карабаху на Армению. Хотя конкретные детали плана тогда не были опубликованы, план Ирана по урегулированию Карабаха основывался на нескольких принципах. План включал необходимость вывода войск со всех оккупированных территорий, открытия региональных коммуникаций, защиты прав этнических меньшинств, восстановления сухопутной дороги между Нахичеваном и Азербайджаном при поддержке Тегерана и функционирования прямого коридора из Армении в Нагорный Карабах. По словам дипломата, и Азербайджан, и Турция выразили готовность обсудить их предложение, однако Армения отвергла, а Россия вообще не отреагировала. Самым главным препятствием для реализации первого предложения Ирана, представленного спецпосланником Аббасом Аракчи, была стратегическая ошибка армян. Они не приняли предложение достойного перемирия, когда они еще не проиграли войну, пишет Зариф в своих мемуарах. Зариф рассказывает о реакции Пашиняна на предложение Аракчи. По словам Зарифа, Пашинян прямо сказал ему: «Аракчи, вы хотите заставить Армению признать поражение». Зариф пишет, что Аракчи удалось дипломатично успокоить Пашиняна, чтобы он так не думал. Зариф пишет, что Иран предложил трехстороннюю встречу Иран, Турция, Россия по Нагорному Карабаху, однако Россия позже выдвинула аналогичное предложение, исключив Иран и оставив Турцию. Турция и Россия также создали совместный мониторинговый центр за прекращением огня в Нагорном Карабахе, хотя все войска были российскими. Мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости присутствия Ирана перед другими сторонами. Азербайджанцы и армяне согласились, турки не возражали. Но Россия посчитала это присутствие ненужным, пишет Зариф в своих мемуарах. Что следует анализировать из всего этого? Если все было так, как описывает Зариф, то Пашинян – герой нации, который не хотел отступать в войне с Азербайджаном. Я не сомневаюсь, что бывший министр иностранных дел Ирана стал бы сочинять сказки. Дело в том, что с каждым таким сливом рейтинг Пашиняна растет и будет расти дальше. Я всегда говорил, что Пашиняна можно обвинять во многом, но не в предательстве. Проблема в том, что его оппоненты, такие как Роберт Кочарян и его команда, знают всю правду. Пашинян делал все возможное для Карабаха и до последнего не хотел отступать. Но они выходят и дают интервью, заявляя, что Пашинян плохой и предатель. Понимаете, они знают всю правду, но перед своими фанатами притворяются, чтобы снизить рейтинг Пашиняна. Проблема в том, что некоторым правда не нужна, им нужна власть. Я более чем уверен, что сейчас какой-нибудь представитель команды Кочаряна выйдет в прямой эфир и будет утверждать, что Зариф имел в виду что-то другое, а не то, что мы подумали. Точно так же, как сейчас делают азербайджанцы, говоря, что Эрдоган, заявляя о своем участии в Карабахе, имел в виду совсем другое, а не то, что мы подумали. Якобы злые армяне исказили его речь. Это болезнь кочевых народов, которые придумывают всякую ерунду, лишь бы оправдать своих лидеров. Наверное, они даже своих отцов так не любят и не уважают, как убийцы маньяков в лице Эрдогана и Алиева. Дополнительные причины для проведения референдума о членстве Армении в ЕС. Альтернативные поставки газа. Снижение зависимости от России важно для энергетической безопасности Армении. Диверсификация поставок газа, в том числе от Ирана, позволит Армении договориться о более выгодных условиях и снизить зависимость от России. Иран, соседняя страна Армении, может предложить газ по конкурентоспособным ценам. Развитие газовой инфраструктуры между Арменией и Ираном обеспечит стабильные и безопасные поставки газа. Иран также может предложить совместные проекты в энергетической сфере. Перспектива членства в ЕС может способствовать поиску Арменией альтернативных источников энергии. Поддержка ЕС позволит привлечь международных экспертов и финансовые ресурсы для реализации новых энергетических проектов.
Присоединение к европейской энергетической сети позволит Армении диверсифицировать источники энергии, уменьшая зависимость от России. Подключение к европейской энергосистеме через Черноморский энергокабель обеспечит стабильные энергетические связи и поставки. Совместные энергетические проекты с Ираном, включая строительство газопроводов и гидроэлектростанций, повысят энергетическую безопасность Армении. Развитие возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, снизит зависимость Армении от газа и обеспечит более устойчивую энергетическую систему. Перспектива членства в ЕС принесет технологическую и финансовую поддержку энергетическому сектору Армении, что позволит реализовать эффективные энергетические проекты. Примеры из опыта других стран. Польша. Как член ЕС, Польша повысила энергетическую безопасность благодаря диверсификации поставок газа и инвестициям в инфраструктуру. Болгария воспользовалась возможностями членства в ЕС, инвестируя в газовую инфраструктуру и снижая зависимость от России. Армения может улучшить энергетическую безопасность и стабильность, следуя примеру Польши и Болгарии, за счет диверсификации поставок газа и инвестиций в новую инфраструктуру. Армения должна производить достаточно электроэнергии, чтобы стать энергетическим центром региона. Поставка энергии всем соседним странам без дискриминации повысит стратегическое значение и безопасность Армении, а также обеспечит политическое и экономическое влияние. Перспектива членства в ЕС принесет международную финансовую поддержку и обмен технологиями для создания новой энергетической инфраструктуры, включая строительство электростанций и внедрение возобновляемых источников энергии. Повышение безопасности атомной энергетики важно для Армении. Поддержка ЕС обеспечит внедрение современных систем безопасности, снижающих риски и обеспечивающих устойчивую энергетику. Развитие энергетической инфраструктуры способствует экономическому росту. Высокая производительность и экспорт энергии увеличит доходы страны, что позволит увеличить инвестиции в безопасность и оборону. Энергетическая независимость и развитие инфраструктуры укрепят национальную безопасность Армении. Энергетическая независимость и становление региональным энергетическим центром позволит снизить влияние внешних сил и повысить уровень национальной безопасности Армении. Это позволит Армении лучше противостоять внешним угрозам и обеспечить стабильность внутри страны. Таким образом, перспектива членства в ЕС и изменения в энергетической сфере могут существенно повысить уровень безопасности Армении и способствовать ее стратегическому развитию. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.